Сегодня я покажу небольшой и быстрый мастер-класс по плетению кружевного браслета в технике фриволите. Плести браслет мы будем одним челноком. Для этого нам понадобятся нитки. У меня Ариана Вега номер 40, цвет 201, если кому-то интересно. Плести я буду в 2 сложения. Также нам понадобится бисер. У меня обычный чешский бисер розового оттенка в тон к ниткам. В комплект вы сможете сплести серьги. Ссылку на мастер-класс я оставлю в описании под видео, поэтому заходите, смотрите. Плести мы будем по вот этой схеме. Она состоит только из колец, которые будут соединены между собой в целый мотив. Начнем плести первое колечко. Оно будет у меня с использованием бисера. Для этого подгоняем одну бисеринку и начинаем плетение. Не забываем о нашем хвостике, который мы должны заправить в начале плетения. Я заправляю его в 3-4 узелка для надежности. Плетем 8 узлов. Подгоняем одну нашу бисеринку, вплетаем ее, плетем 2 узла, делаем пико, снова 2 узла, опять пико и 4 узелка. После этого колечко мы затягиваем. Вот что у вас должно получиться. Небольшое колечко с 2 пико. Следующее колечко также плетется с использованием бисера, поэтому опять подгоняем одну бисеринку к нашему кольцу. После того, как вы сплели первых 6 узлов, мы должны присоединиться к нашему колечку, но соединять мы будем не с первым нашим пико, а со вторым, то есть с верхним. Соединяемся с самым верхним пико. Одно у нас пико не задействовано. Соединяем. Плетем дальше 3 узла. Подгоняем бисеринку, вплетаем ее, снова 3 узелка, делаем пико, четыре узла, снова пико и затягиваем колечко после того, как доплетем до конца. То есть получается у нас первое колечко лежит над вторым. Начинаем плести третье кольцо. Начинаем плести 4 узла. Теперь мы должны выполнить соединение с первым кольцом. Но для этого мы должны завести наш крючочек под второе колечко. Присоединяемся за пико. То есть, видите, у меня второе колечко, оно лежит сверху. Соединяемся и продолжаем плетение. Дальше у нас идет 4 узла. Теперь мы должны соединиться с нашим вторым колечком за верхнее пико. Нижнее пико пока что не задействовано. Соединяемся.
Плетем 5 узелков. Вплетаем одну бисеринку, не забываем про нее. Доплетаем 5 узелков и далее по схеме до конца доплетаем все наше колечко. Вот что у вас должно получиться. Начинаем плести следующее колечко. Опять также мы будем его плести с использованием бисера. Подгоняем одну бисеринку, начинаем плести 4 узла. После этого мы должны будем выполнить соединение с нашим вторым колечком. Соединение у нас будет выполняться просто сверху. То есть вот у нас пико осталось одно незадействованное. Проходимся через него и прихватываем наше новое кольцо номер 4. Аккуратно, нитка немножко может путаться. Для удобства вы можете завернуть центральное колечко. Видите, как это сделала я? Я его просто центральное кольцо завернула. Далее плетем опять 4 узла. Разворачиваем наше центральное кольцо. Опять укладываем его. Нижнее пико у нас не задействовано. Соединяемся с верхним. Все, далее мы просто доплетаем колечко по схеме. Нам осталось сплести последнее колечко. Вот это. Подгоняем одну бисеринку, которую мы будем вплетать в процессе работы. Плетем для начала 4 узла. И теперь мы должны соединиться с центральным кольцом. У нас здесь вот осталось одно пико. Для этого мы можем либо завернуть наше колечко, сложить его пополам, чтобы нам было удобнее, либо просто уложить вот таким способом наш крючок. Подхватываем и соединяемся. Мы должны соединиться с нашим 4-м колечком за пико. Вот оно у нас одно здесь осталось. Далее мы доплетаем все по схеме. Одна часть нашего браслета готова. Теперь мы должны оставить достаточно длинный кончик для того, чтобы вшить его впоследствии в наш мотив, так как вся схема состоит из отдельных элементиков. Теперь начинаем плести следующий элемент. Точно такой же, только при плетении вот этого центрального колечка мы не будем использовать бисер, а будем его соединять с основанием нашего первого элемента. Пока что мы можем его отложить в сторону. Сейчас я начала плести второй элемент. И при плетении большого центрального кольца я покажу вам соединение с предыдущим нашим мотивом. Вначале все то же самое. Ничего не меняется у нас. Я вначале соединяю центральное колечко с первым кольцом, далее со вторым, и теперь немножко у нас будет меняться наша схема. Мы вначале плетем 3 узла. 1, 2, 3.
берем наш предыдущий элемент, подкладываем его и теперь будем соединяться за основание каждого нашего колечка, то есть всех 5. То есть вначале мы проходимся через основание кольца номер 1, выполняем обычное соединение. Хорошенько подтягиваете, чтобы было как можно меньше видно ваше как раз вот это соединение с основанием первого мотива. Делаем один полный узел, соединяемся с основанием второго колечка, и так мы пройдемся через основание всех 5 наших лепесточков. Опять один узел, теперь соединяемся с центральным нашим колечком за основание. Снова один узел, 4 кольцо. Опять один узел. И последнее, 5 колечко. Доплетаем 3 узла. Далее наш мотив будет плестись точно так же, как и первый. Ничего не меняется. Вот это у меня готовая 1/3 браслета. Как видите, рисунок у нас будет направлен лишь в одну сторону. Вот почти готовый браслет у меня получился. Теперь при плетении последнего колечка я хочу доплести замыкающее кольцо маленькое. Для этого я переворачиваю работу наизнанку. Видите, это лицевая сторона, это у меня изнанка. И начинаю плести кольцо. Делаю один узел и присоединяю его к основанию первого кольца. Делаю еще один узел и присоединяю его к основанию второго колечка. И еще один узел. И теперь за основание центрального кольца. И так через один узел я соединю все свои 5 колец. Далее плету 3 узла. И теперь мы будем вплетать фурнитуру сразу же. Вот такой у меня замочек обычный. Я должна положить его. Через отверстие мы проденем нашу нитку. Так как отверстие у меня очень маленькое, мне приходится делать это обычной тоненькой проволокой. Я продеваю проволоку, протаскиваю, делаю петельку. Еще 3 узелка. И просто затягиваю. И теперь замочек у нас сразу уже на месте. С другой стороны вы можете прицепить либо соединительное кольцо за нашу бусинку, бисеринку,
либо можете просто зацепляться за сам лепесточек. То есть это уже на ваше усмотрение. Работа над моим браслетом полностью закончена. Если вам понравился данный мастер-класс, то подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!